Говорят, огонь не только греет, он судит. Смотри, череп-фонарь вдыхает жизнь. Янтарный свет дрожит, отражается в глазах Василисы, будто кто-то смотрит изнутри. Огонь проснулся. В некотором царстве жил-был купец. 12 лет жил он в супружестве и прижил только одну дочь, Василису Прекрасную. Когда мать скончалась, девочке было 8 лет. Умирая, купчиха призвала к себе дочку и сказала: «Помни и исполни последние мои слова. Я умираю, и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу. Береги ее всегда при себе и никому не показывай. А когда настигнет тебя тьма, дай ей поесть и спроси у нее совета». Отец вскоре женился. Дни потянулись трудом. Вода, метла, пряжа. Лишь кукла знала ее слезы и помогала ей справиться с работой. Но однажды в печи уголь угас. Дом погрузился в ночь. Сестры вытолкали Василису за порог. К Бабе-Яге за огнем. Дверь в ночь. Ветер стелется по полу. Босая ступня касается порога. Василиса делает шаг. Лес принимает. Тьма. Не страх. Тьма. Испытание. Идет она. Вдруг скачет мимо ее всадник белый. Стало расцветать. Идет она дальше. Как скачет красный всадник. Стало всходить солнце. Василиса прошла всю ночь и весь день. Вдруг едет черный всадник. Подскакал к забору из человечьих костей. Тропа вывела к поляне. Перед Василисой ворота из костей. На кольях черепа. Василиса обомлела от ужаса и стала как вкопанная. Избушка скрипит, лес трещит. Птицы срываются с ветвей. Из тьмы гул. Ступа пролетает низко. Земля дрожит. Выехала из лесу Баба-Яга, метлой след заметает. Подъехала к воротам, остановилась и, обнюхав вокруг себя, закричала: «Фу-фу! Русским духом пахнет. Кто здесь? Это я. За огнем поживи, поработай, тогда дам. А нет, съем». «Хорошо, бабушка», — с облегчением сказала Василиса. «Запоры крепкие. Отомкнитесь. Ворота широкие. Отворитесь». Яга въезжает во двор. Василиса следом. В избушке полумрак и жар. Печь разгорается. Баба-Яга растянулась у огня. «Подавай-ка, что в печи, я есть хочу». В рот ведьмы влетает еда, как в бездонную пасть. Все съела, все выпила. Василисе лишь краюшка хлеба. Двор вычистить, избу вымести, обед состряпать, белье приготовить, четверть пшеницы очистить от чернушки. Не сделаешь, съем. Она вспомнила слова матери: «Поужинай, помолись, утро мудренее вечера». Ночь вступила в свои права. Двор, корыто, вода, пшено. Шуршит, горсть блестит песком. Ранешенько проснулась Василиса. Посмотрела в окно. Мелькнул белый всадник. И рассвело. Баба-Яга улетела вон со двора. Промелькнул красный всадник. Солнце взошло. Василиса слышит шепот: «Разжечь, погорячее». Рука поднимается над углями. Жар гудит, и огонь
признает ее. Мелькнул за воротами черный всадник, и совсем стемнело. Затрещали деревья, захрустели листья. Едет Баба-Яга. Все ли сделано? Да, бабушка. И вдруг из соломы зашевелилась. 3 пары рук выползли в свет, схватили пшеницу и унесли вон из глаз. Завтра сделает то же, что и нынче. Да очисти мак по зернышку. Кто-то земли в него намешал. Наутро Яга умчала в студию. А Василиса с куклой все сделала до рассвета. 3 пары рук выскользнули из тьмы, схватили мак и исчезли. Яга окинула взглядом двор. Все чисто, ни пылинки. Что ж ты тихая? Прищурилась. Василиса ответила спокойно. Спрошу лишь о том, что видела. Кто были всадники? Яга хмыкнула. День мой ясный, солнце мое красное, ночь моя темная. Кто много знает, мало живет, кто тебе помогает? Материнское благословение. Не люблю благословенных. Убирайся. Яга сняла с забора один череп с горящими глазами. Вот тебе огонь для мачехиных дочек. Возьми его, они ведь за этим тебя сюда и прислали. У порога платье, лапти и бусы. Дар от ведьмы. Не для красоты, для судьбы. Василиса подошла к порогу дома. Хотела было бросить череп, но вдруг послышался шепот из черепа. «Не бросай меня, неси к мачехе». Пламя в глазницах вспыхивает, и ночь ждет расплаты. Сестры мечутся, огненные глаза ищут, цепляются за бусы, за лица. Мачеха беззвучно кричит, жар слизывает ее тень. Огонь, суд. Василиса зарыла череп в землю. И на том месте вырос куст роз. В доме стало тихо. Одна свеча и дыхание нити. Нашлось время для дела. Эта рубаха станет царской. Продавец бережно принимает свертки. На ткани цвет, на столе монеты. В храме тишина и запах ладана. Василиса рядом с царем. В ее глазах путно свет скользит по кольцам. Теперь она царица.